Всем привет, с вами Акадик, и сегодня я вам расскажу про такой потрясающий уровень, как фанатофобия. Фанатофобия — это нереально атмосферно безумный экстремальный демон, в котором есть все: идеальные эффекты, красивый декор, потрясающая музыка и даже арты. И единственный минус в этом уровне — это его длина. Она составляет 1 минуту 22 секунды. И это еще не учитывая то, что концовка состоит из анимации, которая в свое время занимает около 10 секунд. Но это не мешает полностью насладиться хоррор-атмосферой этого уровня. Также нетрудно догадаться, что это мега-коллаб, ведь в нем участвовало 17 человек. Организован коллаб был строителем Артуманка и проверенный Сайдером. Кстати, попыток он на этот уровень потратил всего лишь 250, хотя утверждает то, что на потерянных копиях было около 2000. Но без фейлов у него тоже не обошлось. Слился 2 раза подряд на 85%. Это последний клик. Зато после рифа он попробовал еще по приколу поиграть в этот уровень и прошел его с первой попытки. Случайненько. Первое упоминание об этом уровне было 1 января 2020 года. И именно тогда вышло первое превью уровня. И длилось оно половину от силового левела. Сам же геймплей строили 2 человека: Hyperlink и Арчуманка. Второе превью уже вышло 3 мая, и в нем был полный геймплей, а сейчас, и кроме 2, второй и последний, были задекорены. 17 июня уровень полностью закончили, и его довольно быстро прошли. Что неудивительно, ведь ГД комьюнити спорят, какой же сложностью все-таки является фанатофобия, Insane или Extreme демоном. А хотя там в любом случае уровень довольно простой. Также у меня есть 2 интересненьких факта. Фанатофобия — это переводится как страх смерти, а анимация, которая в конце уровня, обозначает один из кругов ада, лес самоубийц. Блин, теперь я смотрю на этот конечный арт, и мне жутко. Почему? Я, оказывается, столько вещей не знал. У меня, кстати, с этим уровнем есть тоже своя история. Первый раз я о нем узнал летом прошлого года, когда находился в санатории. О нем мне поведал мой дружок Ванек, который единственный в этом санатории шарит за ГД, помимо меня. На тот момент я еще не был вообще скилловым. И когда я видел этот уровень, я офигевал и думал, что никогда его не смогу пройти. Несмотря на то, что Ванек утверждал, что он довольно легкий. И вот когда меня выписали, я приехал домой. С первым же делом, что я начал делать, это тренить этот уровень. И какое же для меня было удивление, когда он так легко проходился. Из-за чего на прохождение у меня ушло всего 2 дня. Первый день тренировок, второй день верифа. А вот какие прогрессы я оставил на этом уровне и за сколько прошел, вы сможете увидеть в прошлом моем видео про фанатофобию. Хотя все, что там интересно, это чисто то, как я ору. Ну, вроде бы рассказал обо всем, что узнал сам. Теперь перейдем к разбору уровня. Первой парты уже довольно противный. Начинаем с корабля, где постоянно меняет свои размеры. И в единичных случаях еще и становится невидимым. Тем не менее, является он довольно красивым и атмосферным. Второй парты, как по мне, самый сложный. Он просто снабжен таймингами, но если нажимать под музычку, то все становится гораздо проще. Третья часть и такая же песня. Довольно много таймингов, но если все нажимать под бит, то все становится в разы проще. Четвертая часть довольно короткая, некий брейк, и тест готовит перед дропом. Первая часть дропа. Начинаем с корабля, но иногда переключаемся на уфошку, меняя размеры. Также в конце парта не забываем сделать один легкий тайминг. Вторая часть дропа имеет больше разнообразия в режимах, начиная с шара и заканчивая уфошкой. Также не забываем про тайминги, которые бесят в этом парте больше всего. Третий пар дропа включает в себя 3 режима: шар, корабль и робота. Вначале все нажимаем под музычку, а на роботе делаем максимально минимальные клики. Последний пар геймплея мой любимый, ведь он обладает уникальными эффектами, которые мне очень сильно нравятся. Также имеет сложненькие тайминги на корабле, ну и конечно же на роботе. И финальная заставка, про которую я вам уже все рассказал. Вот и все, что я смог рассказать про фанатофобию. Если тебе было интересно, то обязательно поставь лайк, подпишись на канал. А сейчас я скажу всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем удачи, всем пока.